Дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, всем привет! Сегодня у меня рецепт рыбных котлет. Вот такие румяные, сочные, ароматные рыбные котлетки я сегодня приготовил для вас. У меня на канале есть один рецепт котлет, они мясные, профессорские. Если вы не очень любите рыбу, я сейчас в верхнем правом углу поставлю ссылочку, и вы можете перейти к котлеткам мясным, но сегодня будут рыбные. К сожалению, за неимением щуки или судака, эти котлетки я приготовил из мяса морского окуня, средиземноморского. Четверг, рыбный день, и я приготовил вот такую красоту. Вы только посмотрите на эту прелесть. Если вы любите рыбу так же, как люблю ее я, сейчас мы с вами будем готовить этот деликатес. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете полный рецепт, как приготовить такие сочные, нежные, ароматные рыбные котлетки. Так, для рыбных котлет средиземноморских это филе окуня, мясо, морская рыба. Значит, на 1 килограмм 30% это хлеб. Булочка, замоченная в молоке, отжатая, 300 грамм замоченного отжатого хлеба. Лук обжаренный до золотистого цвета. Значит, здесь нам потребуется 200 грамм лука, то есть 20%. Это сыр пармезан, натертый на мелкой терочке. Вот такой вот, да. 60 грамм, 2 яйца. Укроп. Да, тут грамм 20. И специи, значит, чеснок молотый сухой. Гранулированный — это итальянские травки. Перчик. Куркума у нас для панировки. Вот. Ну и у нас тут есть маслечко для обжарки. Вот из этого мы будем готовить рыбные котлетки. Итак, начали готовить. Филе морского окуня я режу на небольшие кусочки под мясорубку. Теперь через решетку с отверстием диаметром 5 мм я перекручиваю порезанный морской окунь, хлеб и обжаренный лук. Так, теперь все быстренько в ускоренном режиме я перемешиваю. Добавил 2 яйца. «15 грамм соли» из расчета на 1 килограмм фарша плюс хлеб плюс лук. Черный перчик, где-то примерно 1,5 грамма. Можно добавить по вкусу. Сухой чеснок гранулированный, 1,5 грамма. И итальянские травки, смесь итальянских трав. Свежий укроп. Это вообще скандинавский прием. Мне приходилось пробовать рыбные котлеты, приготовленные в Скандинавии, конкретно в Швеции, именно с добавлением укропа и творога. Это сыр пармезан. Наверное, половину сыра я добавлю в фарш, а половину я оставлю для соуса. Ну и теперь еще раз все тщательно необходимо вымесить до однородного состояния. Теперь я смазываю руки слегка растительным маслом и начинаю формировать котлетки. Конечно, как и в любой другой ситуации, в этой также размер имеет значение, поэтому я понимаю, что, конечно, большому кусочку и рот радуется, но я вот выбираю такой размер, ровно столько, сколько входит в мою ладонь. Конечно, можно было бы заморочиться и пропустить это все через весы, но так примерно уже из опыта на глаз у меня выходит 130-150 грамм одна котлетка.
Вот как-то так. Из 1,5 килограмма фарша у меня получилось ровно 12 котлет. Теперь я готовлю панировку. Полстакана муки и чуть-чуть куркумы. Куркума, она даст вот тот цвет благородный при обжарке котлет. Она проявится, вот так как бы ее сразу не видно. Но вот сейчас я разогрею сковородку, добавлю чуть-чуть оливкового масла и буду обжаривать. И вы увидите, как сработает куркума в этой панировке. Цель обжарки не довести котлеты до полной готовности, а просто придать им корочку, для того, чтобы при высокой температуре поверхность котлеты схватилась. И затем мы продолжим тепловую обработку в духовке. С каждой стороны я обжарю примерно где-то 3-4 минуты. В принципе, рыбный фарш, он достаточно быстро доходит до состояния готовности. И можно, в принципе, накрыть крышкой прямо в сковороде на маленьком огне, довести котлеты до готовности. Котлеты я выкладываю на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир, масла. Взял гастроформочку такую керамическую, чуть-чуть смазав ее растительным маслом. Я выкладываю котлеты. Посмотрите, какие они желтенькие получились. Вот это вот то, что я добавил куркуму в муку при панировке. Накрою фольгой и буду продолжать тепловую обработку в духовке при температуре 180 градусов. Где-то 15 минут будет вполне достаточно. Пока котлеты доходят до духовки, я сделаю соус. Возьму 2 столовых ложки греческого йогурта, но это у меня как сметана. Возьму легкий майонез, 2 столовых ложки. Добавлю сыр пармезан, мелко натертый, который у меня остался после составления фарша. И добавлю зеленый укропчик. По вкусу можно добавить несколько зубчиков чеснока. Я люблю, когда в таком вот соусе сметанном есть привкус чеснока. Это вы можете сделать по своему вкусу. Ну, теперь все тщательно перемешать. И соус готов. Итак, прошло 15 минут. Посмотрите, какие получились прекрасные котлетки. Друзья, только посмотрите, какая красота получилась. Невероятно аппетитный румяный цвет. Такие котлетки могут быть украшением к вашему столу. Используйте этот рецепт и порадуйте своих друзей, родных и близких. Ну и пришло время снять пробу. Друзья, посмотрите, какая получилась прекрасная структура. Фарш не рыхлый, но достаточно плотный. Котлетки сочные, мягкие, такой нежной консистенции. Идеальная рыбная котлетка. Можно наслаждаться.
Друзья, если вам понравился этот рецепт рыбных котлет, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал Food Court, жмите на колокольчик, оставайтесь на канале Food Court. Вас ждут много вкусных и интересных рецептов.